Сколько стоит жилье в США? А видели социальные квартиры, которые могут стоить по несколько миллионов долларов? А где в Америке можно купить дом за копейки? Я расскажу вам про невероятный рынок жилья США, что и сколько стоит, а в конце расскажу, как жить на Манхэттене за пару сотен баксов в месяц. Особенность жилья в США. И начну с бюджетных вариантов, хотя вы сильно удивитесь. Дешевое жилье в США обычно представлено квартирами с одной или двумя спальнями, или небольшими домами. В зависимости от региона это могут быть многоквартирные дома в крупных городах или отдельно стоящие дома в менее урбанизированных районах. В многоквартирных домах обычно предлагаются стандартные удобства, такие как прачечные на территории, доступ к общественным зонам, например, бассейн или тренажерный зал. Но уточню, цены сильно варьируются в разных штатах. Разброс может быть от сотни тысяч до миллиона долларов. Представляете? И это бюджетное жилье. В дешевых квартирах и домах интерьер обычно простой и функциональный, без излишеств. Стены часто окрашены в нейтральные цвета, такие как белый или бежевый, чтобы минимизировать затраты на обновление интерьера между арендаторами. Полы могут быть покрыты линолеумом, недорогим ламинатом или ковровым покрытием. Мебель в таких квартирах обычно не предоставляется, однако в некоторых случаях могут быть установлены базовые предметы, такие как кухонные шкафы, встроенные гардеробы и полки. Кухонная техника, как правило, ограничена минимально необходимым набором: холодильник, плита и иногда микроволновая печь. В более бюджетных вариантах может отсутствовать посудомоечная машина или стиральная машина, и арендаторы вынуждены пользоваться общественными прачечными. В ванных комнатах, как правило, устанавливаются простые унитазы, ванны или душевые кабины, а также раковины с базовыми шкафчиками. Освещение в этих квартирах и домах чаще всего представлено стандартными люминесцентными лампами или простыми светильниками. Окна, как правило, не оборудованы дополнительной изоляцией, поэтому в зимний период может быть холодно. Да, бюджетное жилье часто обходится дороже в содержании. Дальше я еще расскажу про порядок цен на коммунальные услуги. Что такое социальное жилье? А что по поводу социального жилья? Оно предназначено для поддержки наиболее уязвимых слоев населения, включая малоимущие семьи, пожилых людей и лиц с инвалидностью. Этот вид жилья обеспечивается посредством государственных или некоммерческих программ с целью сделать аренду доступной и избежать спекуляции на рынке недвижимости. Обычно социальное жилье финансируется через государственные гранты, низкопроцентные займы от общественных банков или облигаций. Кому оно дается и на каких условиях? Доступ к социальному жилью обычно предоставляется семьям, чей доход значительно ниже среднего по региону. Приоритет отдается бедным семьям, бездомным, ветеранам, лицам с инвалидностью и жертвам домашнего насилия. Для подачи заявки на получение жилья необходимо предоставить информацию о доходах, семейных характеристиках и предыдущем арендном опыте. В зависимости от местных условий могут быть учтены и другие факторы, такие как статус занятости и размер семьи. Социальная программа в Нью-Йорке. Социальные программы очень сильно позволяют людям в налаживании их жизни. Иногда они касаются не только бедных людей. Особенно ярко это видно в Нью-Йорке, где существуют программы социального жилья, доступные даже для тех, чей доход достигает 11 тысяч долларов в месяц, что по текущему курсу составляет примерно 821 тысячу рублей. Это позволяет людям со средним доходом и даже миллионерам арендовать жилье на льготных условиях. Правительство предоставляет поддержку в аренде, покрывая значительную часть стоимости жилья, что позволяет арендаторам выплачивать только около 30% от своего семейного дохода. Если у человека вовсе нет дохода, платить за аренду он не будет. Такая система охватывает различные слои населения, включая не только бедных, но и представителей среднего класса, которые могут себе позволить более дорогое и качественное жилье благодаря государственной поддержке. Но есть и свои нюансы. В Нью-Йорке, как и в других штатах, для получения поддержки необходимо легально прожить в городе не менее года, при этом гражданство не является обязательным требованием. Однако существуют ограничения для лиц, имеющих судимости по определенным статьям, включая наркоманию и сексуальные преступления. Жилищные программы в Нью-Йорке позволяют арендовать разнообразное жилье, от квартир в высотных домах до таунхаусов и элитных жилых комплексов. Вы уже начали мечтать, но погодите. Особенности проживания в социальном жилье. Но не все так радужно. Живущие в социальном жилье могут столкнуться с некоторыми ограничениями, например, с ограничениями на оформление жилья и модификации. Даже покрасить или оклеить стены. Большая проблема. Вы не получаете квартиру в дар, а только во временное пользование. Возможны также проблемы с обслуживанием и безопасностью, особенно если жилье находится в районах с высокой преступностью. Тем не менее, многие управляющие органы предоставляют необходимые услуги по
по обслуживанию и поддержанию безопасности жилья, чтобы обеспечить приемлемые условия проживания. Но уже за дополнительные деньги, хотя в рамках социального жилья, эта сумма редко превышает $500 в месяц. Кроме того, жильцы могут сами объединяться в кооперативы и выбирать подрядчиков для обслуживания жилья, но все это должно согласовываться с властями и владельцем здания. Важным аспектом является участие жильцов в управлении и контроле за жильем, что включает возможность влиять на управление жильем через избрание совета жильцов или участие в кооперативах. И важно понимать, что на такую помощь рассчитывают миллионы людей в США, а достается она в порядке очереди и необходимости. Но что делать, если вы хотите свой собственный дом? В какой штат ехать? И тут есть свои нюансы. Жилье в северных и южных штатах. Жилье в северных и южных штатах США обладает рядом особенностей, отражающих климатические, экономические и культурные различия между регионами. Климатические особенности. В северных штатах жилье часто строится с учетом необходимости утепления из-за холодных зим. Это включает в себя утепленные окна, системы центрального отопления и материалы, которые лучше сохраняют тепло. В южных штатах, наоборот, акцент делается на охлаждение. Присутствуют системы кондиционирования воздуха, светоотражающие окна и более легкие строительные материалы для минимизации нагрева домов от солнца. Гораздо реже используются картонные дома, которые так популярны на юге. Стоимость жилья в северных и южных штатах может сильно различаться из-за уровня доходов населения, стоимости жизни и доступности земли. Например, в южных штатах, таких как Флорида, Техас, жилье может быть доступнее из-за большего количества земли и более низких налогов. В северных штатах, таких как Нью-Йорк или Иллинойс, цены на жилье могут быть выше из-за высокой плотности населения и дороговизны земли. В большинстве штатов США арендаторы и домовладельцы оплачивают стандартные коммунальные услуги – электричество, газ, воду и налоги на недвижимость. В некоторых регионах могут взиматься дополнительные сборы, например, за уборку территории или использование общественных пространств. В южных штатах также могут быть введены налоги на охлаждение воздуха в жаркое время года, который достигает практически $100. Сколько стоит коммуналка? Ладно, а что по поводу затрат на содержание жилья? В США коммунальные платежи – это важная статья расходов для любого домохозяйства. Рассмотрим подробно, на что уходят деньги американцев каждый месяц. Электричество занимает значительную часть бюджета. В среднем жильцы квартиры с 1-2 спальнями платят около $100 в месяц, а владельцы крупных домов площадью более 250 квадратных метров могут платить от $500 до $700. Стоимость киловатт-часа варьируется от штата к штату. Самая высокая цена в Коннектикуте – 22 цента, в то время как в Луизиане и Вашингтоне всего 9 центов. Вода обычно обходится дешевле, особенно если она уже включена в стоимость аренды жилья. Тем не менее, в некоторых штатах, как Аляска, счета за воду могут достигать $95, в то время как во Флориде средний счет составляет всего $6. Газ в среднем стоит от $20 до $30 в месяц, что не так заметно на фоне других расходов. В Нью-Йорке и Аляске стоимость газа наиболее высока – до $68. Домашний телефон, интернет и телевидение также могут значительно увеличить ежемесячные расходы. В среднем пакет услуг обходится в $150, хотя в зависимости от выбранных услуг и провайдера цена может варьироваться. Нехило, правда? Кроме того, жители многих коммунальных районов и жилищных кооперативов обязаны вносить ежемесячные взносы в ТСЖ. Эти взносы могут сильно различаться в зависимости от предоставляемых услуг и инфраструктуры, от уборки улиц до содержания бассейнов и спортивных площадок. В некоторых случаях, особенно в кооперативах, эти взносы могут превышать $1000 в месяц. Как итог, средний американец тратит около 20% своей зарплаты именно на коммунальные платежи. Но важно еще не забывать про страховки, которые могут прибавлять еще около $1000 к вашим расходам. Нехило, да? Вот что делать, если вы попали в ДТП в США. Куда обращаться за помощью, чтобы не обманули? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Государственная поддержка.
Как вы понимаете, не все могут позволить себе платить аренду и коммунальные услуги, да еще и копить на покупку своего жилого пространства. Поэтому в Нью-Йорке помимо частных квартир доступно и государственное социальное жилье, которое можно снять, вступив в государственный жилищный кооператив. Взнос в такой кооператив обычно составляет от 20 до 40 тысяч долларов, а ежемесячное содержание квартиры обходится в 250-400 долларов. И да, тут можно найти даже социальные апартаменты на Манхэттене, где обычная аренда может стоить несколько десятков тысяч долларов. Такое жилье предоставляется на правах пожизненного проживания, но его нельзя передать по наследству. При желании сменить место жительства можно забрать внесенный взнос и выбрать другое жилье. Большинство социальных домов в Нью-Йорке были построены в середине и конце прошлого века. Изначально эти проекты задумывались как способ обеспечения достойного уровня жизни для малообеспеченных слоев населения. Однако не все жильцы были заинтересованы в поддержании порядка и законопослушности, что привело к тому, что многие из этих кварталов превратились в гетто, охваченные криминалом, пьянством и наркоманией. Проблема криминальности и нарушений была столь велика, что правительство приняло федеральный закон, согласно которому жильцы могут быть выселены после 3 нарушений правил проживания. Позже закон был ужесточен. Теперь для выселения достаточно одного серьезного нарушения. С течением времени удалось значительно улучшить ситуацию во многих социальных домах. Сейчас они часто заселены пенсионерами и являются относительно благополучными местами для жизни. Тем не менее, некоторые социальные кварталы все еще считаются опасными. Они физически отделены от более благополучных районов заборами и даже колючей проволокой, подчеркивая продолжающиеся проблемы с безопасностью и порядком. Социальное жилье для стариков. В США для людей старше 65 лет предусмотрены специальные жилищные условия, обеспечивающие комфорт и удобство. Такие дома оснащены всем необходимым для комфортной и безопасной жизни: общими столовыми, прачечными, наличием медицинского персонала и социальных работников. Жилье для пожилых людей обычно располагается в районах с хорошо развитой инфраструктурой, чтобы все необходимые учреждения, такие как банки, магазины и поликлиники, были доступны в пешей доступности. Особое внимание уделяется наличию рядом парков или набережных, где пожилые люди могут прогуливаться. Проживание в таких домах обычно покрывается медицинской страховкой на 80%. Для нанимателей старше 65 лет предусмотрена возможность заморозки арендной платы. Это означает, что после достижения 65 лет они могут зафиксировать текущую ставку аренды, и она не будет повышаться вне зависимости от стандартного двухгодичного увеличения арендных ставок, которое обычно составляет 1-2%. Город возмещает разницу в стоимости, обеспечивая финансовую поддержку пожилым арендаторам. Такая же льгота предоставляется и лицам с утратой трудоспособности. Кроме того, городские власти предлагают финансовую помощь и тем, кто временно оказывается в сложной жизненной ситуации, например, после серьезной операции, которая требует длительного восстановления. Для таких случаев предусмотрены денежные пособия, которые помогают покрывать коммунальные платежи и другие жизненно важные расходы. Самые дорогие и дешевые штаты. А где в Америке жить дешевле и выгодней? В США стоимость жизни значительно варьируется от штата к штату, особенно в плане жилья и аренды. Гавайи выделяются как самый дорогой штат для жизни. Средняя стоимость жилья здесь значительно превышает национальный средний показатель, а средняя арендная плата составляет около 2333 долларов в месяц, что является одной из самых высоких ставок в стране. Помимо жилья, высоки и другие затраты, такие как транспорт и налоги, что обусловлено ограниченным предложением и высоким спросом как от туристов, так и от местных жителей. Калифорния и Нью-Йорк также входят в список самых дорогих штатов, где стоимость жизни на 34,5% и 25,1% выше национального среднего, соответственно. В этих штатах высокие затраты на жилье особенно заметны в крупных районах, таких как Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Нью-Йорк-Сити. Средняя стоимость аренды и недвижимости в этих штатах значительно выше из-за высокой плотности населения и ограниченного пространства. Тут квартира с одной спальней может стоить до 10 тысяч долларов, представляете? С другой стороны, Миссисипи и Западная Вирджиния являются одними из самых дешевых штатов для жизни в Америке. Медианная стоимость домов в Миссисипи составляет всего около 125 500 долларов, что делает его доступным вариантом для многих американцев. Несмотря на низкие затраты на жилье, средний доход в этих штатах также среди самых
самых низких в стране, что может повлиять на общую доступность жизни. В каждом из этих штатов стоимость жизни напрямую связана с доходами жителей, стоимостью жилья, налогами и транспортными расходами. Поэтому никто не торопится ехать за дешевым жильем, ведь можно кратно потерять в своей зарплате в этом штате. Вот такая дилемма: либо собственное жилье, либо совокупный доход. А что бы выбрали вы? Пишите в комментариях, буду рад пообщаться с вами. И да, обязательно подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных тем. Спасибо за просмотр и буду благодарен вашему лайку. Для меня это много значит.